19 ноября 1978 год. Военные прибыли в небольшое поселение в джунглях Гайаны на северо-востоке Южной Америки и столкнулись с ужасающей картиной. Повсюду лежали тела, у каждого шприцы и стаканы с красной жидкостью. Среди погибших было более 300 детей, в том числе младенцы. Что такое секта? Профессор Прилуцкий в одном из своих трудов писал, что для обозначения новых религиозных движений стало использоваться слово «секта». Однако следует отметить, что в общественном сознании этот термин обозначает некую группу, которая следует какому-либо учению. Слово «секта» может иметь как нейтральное, так и негативное значение. В основном секты используются для манипуляции своими последователями в корыстных целях. А сейчас мы постараемся разобрать один из самых ярких случаев событий, которые произошли внутри одной из сект. 19 ноября 1978 год. Военные прибыли в небольшое поселение в джунглях Гайаны на северо-востоке Южной Америки и столкнулись с ужасающей картиной. Повсюду лежали тела, у каждого шприцы и стаканы с красной жидкостью. Среди погибших было более 300 детей, в том числе младенцы. Несколько дней до этого жители соседних деревень слышали громкие проповеди о Боге и равенстве, но вечером 18 ноября все смолкло. Что же здесь произошло? Люди массово отравились пищей, или здесь можно просмотреть явный религиозный подтекст? Джим Джонс, родом из Индианы, в 35 лет создал секту «Храм народов», которая обещала своим последователям рай на земле. Со временем он превратился в лидера. Вы спросите, для чего он создал эту секту и почему люди туда шли? Я думаю, вы можете задуматься, кого он принимал в свои последователи. Джим Джонс, независимо от расы и социального положения, принимал всех людей. 1977 год. Джим Джонс основывает в Гайане свое поселение, которое он называет Джонстаун. Джонс отправлял в СМИ и властям различные кассеты с записями, где был слышен смех, песни у костра. Потихоньку у его секты формировался имидж положительной счастливой семьи. Но было ли это так? Жизнь в этом рае была далеко от идеала, люди были изолированы от мира, окружены колючей проволокой и под постоянным наблюдением. Когда несколько адептов смогли сбежать и рассказать властям о происходящем, это привело к трагическим событиям. 18 ноября 1979 год. Общественники совместно с сенатором Лео Райном приехали в поселение для инспекции. Духовный лидер принял их с распростертыми руками, однако здесь было что-то не так. Вы спросите, что? Да, гуру, скорее всего, прознал о предстоящей инспекции, поэтому подготовился вплотную. Неожиданно во время инспекции несколько последователей попросили сенатора спасти их из этого ада. На следующий день при попытке покинуть Гайану все они были расстреляны, в том числе и политик, и бежавшие. В тот же вечер Джонс сообщил всем своим последователям, что их время наступает и что их не оставят в покое. Социальная идиллия была нарушена. И потому лидер народов предложил всем отправиться на небеса. Каждый в тот день получил по шприцу и стаканчику с красной жидкостью. Вы спросите, что в ней находилось? Это был виноградный сок и цианистый калий. В тот же вечер умерли около 900 человек. Вы спросите, можно ли было предотвратить эту трагедию и каким способом? К сожалению, этот вопрос остается открытым. Под конец хотелось бы сказать, что секта – это опасное сообщество, которое может манипулировать своими последователями. Чаще всего она является закрытой. В таких группах, конечно же, мышление подавляется, а лидеры пытаются восседать над последователями группы. Секты чаще всего могут изолировать людей от внешнего мира и диктовать им, как нужно действовать и что нужно делать. Чаще всего это может привести к разрушению семей, разрушению целой жизни человека, поэтому нужно быть всегда осторожным в случае возникновения какой-либо ситуации, коммуникации с последователями. А был ли у вас опыт встречи с представителями секты или у ваших друзей, знакомых,
у кого-то из семьи. Обязательно пишите в комментарии, будет очень интересно почитать. Ну а если вы хотите увидеть продолжение выпуска про секту Храм Народов, ставьте лайки, если наберется под этим видео около 100 лайков. Я сделаю вторую часть. До скорых встреч, берегите себя.